Какой мегапроект стал самым дорогим в истории человечества? Посреди Аравийской пустыни строится город будущего стоимостью $500 миллиардов, где не будет автомобилей, а 9 миллионов жителей смогут добраться до любой точки за 20 минут. Стеклянные зеркальные стены высотой 500 метров протянутся на 170 километров через песок, а искусственная луна будет освещать улицы по ночам. Но этот проект лишь один из десятков безумных замыслов, которые сейчас воплощаются по всему миру. От подводных городов до космических лифтов человечество тратит триллионы на то, что еще вчера казалось фантастикой. Начнем с проекта, который переписывает законы физики. В 2018-м Китай открыл мост длиной 55 километров, соединивший Гонконг, Макао и материковый Чжухай. Это самый длинный морской мост в мире, но не длина делает его уникальным. Инженеры построили 6,5 километров тоннеля прямо на дне Жемчужной реки. Мост буквально ныряет под воду и выныривает обратно. Причина проста. Через эту акваторию ежедневно проходят 4000 судов. Строители опустили на дно 33 огромных бетонных секции, каждая весом 75 тысяч тонн. Секции соединили под водой с точностью до миллиметра. Один просчет, и тоннель превратился бы в гроб для тысяч водителей. Фундамент моста держится на 400 сваях, забитых в морское дно на глубину до 100 метров. Каждая свая выдерживает вес 10-этажного здания. Конструкция рассчитана на землетрясение магнитудой 8 баллов, тайфуны со скоростью ветра 300 км в час и прямое столкновение с судном водоизмещением 300 тысяч тонн. Во время строительства погибли 18 рабочих, еще 600 получили серьезные травмы. Один из инженеров сорвался с высоты 40 метров прямо в океан, но выжил. Его подхватило течение и вынесло к спасательному судну. Стоимость проекта достигла $20 миллиардов, что вдвое превысило первоначальную смету. Китайские власти заявляют, что мост сократит время в пути между городами с 4 часов до 30 минут. Но есть проблема. Жители Гонконга ездят по левой стороне дороги, а материкового Китая по правой. На мосту пришлось создать специальные развязки, где водители перестраиваются с одной стороны на другую. Система работает, но в час пик там образуются километровые пробки. Срок службы моста — 120 лет. За это время по нему должны проехать 400 миллионов автомобилей. Каждый день специальные датчики отслеживают малейшие деформации конструкции. Если хотя бы одна свая просядет на сантиметр, система автоматически перекроет движение. Под Хельсинки вырыли целый город на глубине 100 метров. Там есть бассейны, спортивные залы, торговые центры, церковь и даже каток. 300 километров тоннелей связывают 600 подземных объектов, где финны живут обычной жизнью, ходят на работу, занимаются спортом, делают покупки. Строительство началось в 40-х, когда Финляндия воевала с Советским Союзом. Финны вырубали бомбоубежища в скальной породе, но после войны не забросили проект, а продолжили копать. Каждое новое здание на поверхности по закону должно иметь подземную часть, соединенную с общей системой тоннелей. За 70 лет город под городом разросся до размеров, которые не снились даже метрополитенам-гигантам. В районе Итикескус на глубине 60 метров работает бассейн олимпийского размера. Температура воды держится на уровне 28 градусов круглый год, геотермальное тепло из недр земли нагревает воду бесплатно. Рядом расположены сауны, высеченные прямо в граните. Камень накаляется до 90 градусов и держит жар часами. Подземная церковь Темпели-Аукио принимает 200 тысяч посетителей ежегодно. Ее вырубили в скале в 69-м. Потолок оставили необработанным, голый камень создает уникальную акустику. Органная музыка отражается от стен так, что звук окутывает слушателя со всех сторон одновременно. Самый большой подземный объект — центр обработки данных, работающий на охлаждении морской водой. Серверы стоят на глубине 45 метров в бункере, способном выдержать ядерный удар. Температура там никогда не поднимается выше 17 градусов. Холодная вода из Балтийского моря циркулирует по трубам вдоль стен. Компании платят миллионы за размещение оборудования в этом бункере. В случае войны весь миллион жителей Хельсинки может спуститься под землю за 48 часов. Запасы еды и воды рассчитаны на 3 месяца автономного существования. Подземные электростанции вырабатывают энергию из геотермальных источников. Система фильтрации воздуха очищает его от любых химических и радиоактивных веществ. Финны прокладывают по 15 километров новых тоннелей ежегодно. К 2030-му планируют удвоить площадь подземного города. Уже сейчас там можно прожить неделю, ни разу не поднявшись на поверхность. Магазины, больницы, офисы, развлечения — все находится в шаговой доступности под толщей гранита. Дубай насыпал в океане острова в форме пальмы, видимые из космоса. Пальма Джумейра – самый большой искусственный остров в мире, на создание которого ушло 94 миллиона кубометров песка и 7 миллионов тонн камня.
Строители буквально украли дно Персидского залива, чтобы создать новую землю площадью 5 квадратных километров. Процесс выглядел безумно. Специальные суда высасывали песок со дна на глубине 20 метров и выплевывали его в нужных точках. Каждое судно перекачивало 150 тысяч кубометров песка в сутки. Работа шла круглосуточно 4 года подряд. Песчаную массу утрамбовывали вибромолотами весом 100 тонн, которые били по грунту 80 раз в минуту. Ствол пальмы протянулся на 2 километра в море. От него отходят 17 ветвей, на которых построили 1400 вилл. Каждая вилла стоит на берегу. Владельцы выходят из дома прямо к собственному пляжу. Цены стартуют от $2 миллионов за домик площадью 300 квадратных метров. Остров окружили волнорезом в форме полумесяца длиной 11 километров. Волнорез собрали из скальных глыб, каждая весом до 6 тонн. Их привозили из карьеров в горах Хаджар, расположенных в 100 километрах от побережья. Грузовики везли камни днем и ночью. Всего потребовалось 5,5 миллионов рейсов. Но стройка началась без точных расчетов влияния на океанские течения. Через год после завершения работ вода вокруг острова начала застаиваться. Песок с пляжей смывало в море, превращая прозрачную воду в мутную жижу. Пришлось строить дополнительные каналы для циркуляции воды и каждый месяц завозить свежий песок на пляжи. На верхушке пальмы построили отель «Атлантис» стоимостью $1,5 миллиарда. В нем работает аквариум с 650 тысячами литров морской воды, где плавают 65 тысяч рыб. Гости могут спать в номерах с панорамными окнами прямо в аквариум. Акулы и скаты проплывают в метре от кровати. Дубай запланировал еще 2 пальмы и архипелаг из 300 островов в форме карты мира. Начали строить, насыпали половину островов, но кризис 2008-го остановил проект. Недостроенные острова начало размывать течением. Сейчас они превратились в бесформенные песчаные холмы, торчащие из воды. На карту мира потратили $14 миллиардов. Деньги просто растворились в океане вместе с песком. Китай построил в джунглях космодром, где ракеты стартуют не вертикально, а под углом. Вэньчан на острове Хайнань обошелся в $25 миллиардов и стал первым прибрежным космодромом страны. Океан находится в 800 метрах от стартовой площадки. Если ракета взорвется, обломки упадут в воду, а не на деревни. Космодром расположен на 19 градусе северной широты, почти на экваторе. Земля там вращается быстрее, чем в северных районах, давая ракетам дополнительные 200 метров в секунду скорости бесплатно. Экономия топлива достигает 15% на каждом запуске. За 20 лет это сэкономит миллиарды. Все оборудование доставляли морем. Стартовые столы весом по 1200 тонн везли на барже из Шанхая 12 суток. Волны достигали 6 метров, баржу швыряло как щепку, но груз дошел без повреждений. Строители проложили железную дорогу от порта до космодрома. 70 километров путей через горы и болота. Главная башня управления полетами уходит под землю на 8 этажей. Толщина бетонных стен 4 метра. Помещение выдержит взрыв ракеты, даже если она рухнет прямо на крышу. Внутри работают 3000 человек, отслеживающих каждый параметр запуска. 120 экранов показывают данные с 1000 датчиков в реальном времени. На космодроме 2 стартовые площадки. Первая для легких ракет весом до 400 тонн, вторая для тяжелых носителей массой до 850 тонн. Китайцы запускают оттуда модули для орбитальной станции Тяньгун. Каждый модуль весит 23 тонны и размером с автобус. Один запуск стоит $150 миллионов. Вокруг космодрома создали санитарную зону радиусом 20 километров. Оттуда выселили 8 тысяч человек, снесли 14 деревень. Людям дали компенсацию и новое жилье в городах, но многие отказывались уезжать. Власти просто перекрыли дороги и отключили электричество, через месяц зона опустела. В 2020-м с Вэньчана стартовала миссия на Марс. Ракета Чанчжэн-5 вывела на орбиту зонд Тяньвэнь-1 весом 5 тонн. Через 7 месяцев зонд достиг Марса и сбросил на поверхность марсоход. Китай стал 3-й страной, посадившей аппарат на Красную планету. Сейчас там строят 3-ю площадку для сверхтяжелых ракет. Носители будут весить 4000 тонн и выводить на орбиту 100 тонн груза за раз. Первый запуск запланирован на 2030. С этих ракет китайцы собираются отправить людей на Луну и построить там базу. Швейцария пробила Альпы насквозь тоннелем длиной 57 километров. Готардский базисный тоннель прорезает горный массив на глубине 2500 метров под вершинами. Это самый длинный и глубокий железнодорожный тоннель на планете, на строительство которого ушли 17 лет и $12 миллиардов. Бурение началось одновременно с 5 точек.
Гигантские машины диаметром 9 метров вгрызались в скалу со скоростью 30 метров в сутки. Ножи на головке буровой установки меняли каждые 500 метров. Гранит стачивал закаленную сталь, как мел. Один комплект ножей стоил $200 тысяч. Температура внутри горы достигала 46 градусов. Рабочие трудились в специальных охлаждающих костюмах, но все равно выдерживали максимум 2 часа за смену. Воду для охлаждения качали из подземных озер, обнаруженных на глубине 1,5 километров. Эти озера существовали миллионы лет в полной темноте, и никто не знал о них до начала бурения. 8 человек погибли за время строительства. 3 завалило обрушением породы, 2 утонули в прорвавшемся подземном источнике, 1 упал с высоты при монтаже вентиляции, 2 насмерть ударило током от оборванного кабеля. Еще 43 получили травмы, после которых остались инвалидами. Из недр вынули 28 миллионов тонн породы. Этого хватило бы, чтобы построить пирамиду Хеопса 5 раз. Камень вывозили поездами круглосуточно. Каждые 20 минут состав выходил из тоннеля, груженный до отказа. Порода пошла на строительство дамбы и расширение аэропорта в Цюрихе. Тоннель состоит из 2 параллельных труб, соединенных поперечными проходами через каждые 325 метров. Если в одной трубе случится авария, пассажиры эвакуируются во вторую через боковой выход. На всю эвакуацию отводится 90 секунд. Специальные двери открываются автоматически при задымлении. Поезда проходят тоннель за 17 минут на скорости 250 км в час. Раньше путь через перевал занимал 3,5 часа по горному серпантину. Грузовые составы длиной 750 метров везут контейнеры из Роттердама в Геную, минуя узкие горные дороги. Пропускная способность — 260 поездов в сутки. Вентиляционная система прокачивает через тоннель 2 миллиона кубометров воздуха в час. Мощность вентиляторов равна мощности 20 реактивных двигателей. Без этой системы поезда задохнулись бы в собственных выхлопах через 5 минут движения. Срок службы тоннеля — 100 лет. Датчики отслеживают малейшие сдвиги породы. Горы давят на бетонную обшивку с силой 700 килограммов на квадратный сантиметр, но конструкция выдерживает. Инженеры заложили запас прочности втрое больше расчетного. Тоннель переживет землетрясение магнитудой 8 баллов. Япония построила аэропорт на искусственном острове, который медленно уходит под воду. Кансай в Осакском заливе стоит на 10 миллионах кубометров песка и камня, насыпанных на морское дно на глубине 20 метров. Остров длиной 4 километра и шириной 2,5 просел на 12 метров за 30 лет эксплуатации. Строители забили в дно 1 миллион бетонных свай глубиной по 30 метров каждая. Сверху насыпали гору песка, утрамбовывая его катками весом 150 тонн. Работа заняла 3 года, но инженеры просчитались. Песок начал проседать под собственным весом сразу после завершения насыпи. Скорость оседания достигала 50 сантиметров в год. Пришлось изобретать технологию регулируемых опор. Под каждой колонной терминала установили гидравлические домкраты, способные поднимать или опускать здания. 900 домкратов работают непрерывно, выравнивая уровень пола с точностью до миллиметра. Компьютер отслеживает положение каждой опоры и дает команды на корректировку 100 раз в секунду. Терминал спроектировал итальянец Ренцо Пиано. Здание длиной 1,5 километра стало самой большой крытой конструкцией в мире. Крыша изгибается плавной волной, а стеклянные стены пропускают столько света, что днем не нужно включать освещение. Внутри нет ни одной колонны. Крышу держат изогнутые стальные фермы пролетом 90 метров. Тайфун Джеби в 2018-м затопил половину взлетной полосы. Волны высотой 5 метров перехлестнули через волнорез и залили терминал на метр. Танкер сорвало с якоря и швырнуло на мост, соединяющий аэропорт с материком. Мост разломился, 3000 пассажиров оказались в ловушке на острове. Их эвакуировали паромами через 12 часов. После тайфуна японцы подняли высоту волнореза на 3 метра и укрепили мост дополнительными опорами. Работы обошлись в $2 миллиарда. Теперь конструкция выдержит волны до 8 метров и ветер скоростью 300 км в час. Аэропорт обслуживает 28 миллионов пассажиров в год. Самолеты садятся и взлетают каждые 2 минуты круглосуточно. Шум моторов не беспокоит жителей. Ближайший город находится в 5 километрах через залив. Это была главная причина строительства в море. Старый аэропорт Осаки стоял в центре города, жалобы на грохот поступали тысячами. Остров продолжает погружаться на 6 сантиметров ежегодно. Инженеры качают под основание цементный раствор, пытаясь замедлить процесс. Каждый год на укрепление фундамента тратят $150 миллионов. Расчеты показывают, что через 50 лет потребуется либо поднимать весь остров целиком, либо строить новый аэропорт. Стоимость любого варианта превысит 20 миллиардов.
Марокко построило в пустыне Сахара солнечную электростанцию площадью больше столицы страны. Комплекс Нур занимает 3000 гектаров песка в 30 километрах от города Уарзазад. 500 000 зеркал высотой 12 метров, каждая фокусирует солнечный свет на 4 башни, где температура достигает 570 градусов. Зеркала движутся вслед за солнцем с точностью до 0,1 градуса. Каждая управляется отдельным мотором, получающим команды от центрального компьютера 1000 раз в минуту. Если хотя бы 100 зеркал собьются с курса, луч промахнется мимо башни и прожжет дыру в земле. Именно это произошло во время тестового запуска. Сфокусированный свет расплавил песок в стекло на площади 20 квадратных метров. Центральная башня высотой 243 метра видна за 100 километров. Наверху резервуар с расплавленной солью, нагретой до температуры плавления стали. Соль накапливает тепло днем и отдает его ночью, вращая турбины круглосуточно. Одна загрузка соли весит 28 тысяч тонн и стоит $4 миллиона. Строительство обошлось в $9 миллиардов. Деньги дали Всемирный банк, Германия и Франция под обещание Марокко поставлять электричество в Европу. Проложили подводный кабель через Гибралтарский пролив длиной 28 километров на глубине до 600 метров. По нему передается мощность 500 мегаватт. Этого хватит на город с населением 1 000 000 человек. Но песчаные бури едва не похоронили проект. Ветер со скоростью 120 км в час несет тонны песка, который царапает зеркала и забивается в механизмы. После первой крупной бури треть зеркал перестала двигаться, песок заклинил моторы. Пришлось разработать специальные защитные кожухи и систему автоматической очистки. Каждую ночь роботы-чистильщики проезжают вдоль рядов зеркал, смывая пыль дистиллированной водой. Воды требуется 3 миллиона литров ежедневно. Ее везут цистернами из Атласских гор за 80 километров. 1 литр воды доставить дороже, чем литр бензина. Местные жители протестовали. Их деревни страдают от засухи, а электростанция забирает воду для мытья зеркал. Власти пообещали провести водопровод в деревне, но через 5 лет обещания не выполнили. Станция вырабатывает электричество для 2 миллионов марокканцев. Страна планирует к 2030-му получать 80% энергии от солнца и ветра. Уже строится вторая станция в 2 раза больше первой. Если план сработает, Марокко станет энергетической сверхдержавой Африки и начнет продавать электричество соседям. Птицы гибнут тысячами, пролетая через сфокусированные лучи света. Перья вспыхивают мгновенно, птица падает горящим комком. За год погибает до 6000 пернатых. Экологи требуют остановить станцию, но правительство отказывается, ставки слишком высоки. Марокко вложило в проект четверть годового бюджета страны. Китай построил железную дорогу на крышу мира, где поезда ходят на высоте 5000 метров над уровнем моря. Цинхай-Тибетская магистраль тянется на 1956 километров от города Синин до Лхасы через Гималаи. Это самая высокогорная железная дорога планеты, где пассажиры дышат кислородом через маски, а машинисты теряют сознание от нехватки воздуха. Строительство началось в 2001 и заняло 5 лет. 130 тысяч рабочих прокладывали пути в условиях, где каждый шаг давался с трудом. Содержание кислорода в воздухе на 40% ниже нормы. Врачи дежурили круглосуточно. Ежедневно по 20 человек увозили с высотной болезнью. 8 рабочих умерли от отека легких прямо на стройке. Половина пути проходит по вечной мерзлоте. Летом верхний слой грунта оттаивает и превращается в болото. Инженеры вбили в землю 160 тысяч охлаждающих труб, по которым циркулирует жидкий аммиак температурой минус 40 градусов. Трубы замораживают грунт под путями даже в жару, не давая рельсам проседать. Перевал Тангла находится на высоте 5072 метра, выше базового лагеря Эвереста. В каждом вагоне установлены генераторы кислорода и датчики давления. Пассажиры подключаются к кислородным трубкам, как в самолете. Без этого через полчаса пути начинаются галлюцинации, а через час можно потерять сознание. Дорога пересекает 550 мостов и 75 тоннелей. Самый длинный тоннель Фенхошень прорезает гору на протяжении 11 километров на высоте 4900 метров. Бурение велось в условиях, где буровые установки теряли мощность из-за разреженного воздуха. Моторы глохли, перегреваясь от нехватки кислорода для охлаждения. Проект обошелся в $4 миллиарда 300 миллионов. Каждый километр пути стоил 2 миллиона 200 тысяч, дороже, чем строительство метро в центре Нью-Йорка. Китай потратил эти деньги не ради прибыли, а ради контроля над Тибетом. Теперь войска и технику можно перебросить в регион за сутки вместо недели по горным дорогам. Поезда идут со скоростью 120 км в час на равнинных участках и замедляются до 60 на подъемах. Путь от Синина до Лхасы занимает 21 час. В вагонах ресторан, душевые, спальные купе с панорамными окнами. Билет стоит $120. Для китайца это месячная зарплата. По дороге ежедневно ходят 8 пар поездов, перевозящих 1 000 000 пассажиров в год.
Тибетцы называют ее железным драконом, пожирающим их культуру. Китайские туристы наводнили Лхасу, цены взлетели втрое, монахов выселяют из монастырей под гостиницы. Дорога изменила Тибет сильнее, чем 60 лет оккупации. Так какой же мегапроект стал самым дорогим в истории? Город в пустыне за 500 миллиардов все еще строится, но Цинхай-Тибетская магистраль уже работает. Она доказала главное: человек может построить что угодно, где угодно, если готов заплатить цену. Иногда эта цена измеряется не только деньгами, но и жизнями, культурами, целыми народами.